Всем привет! Сегодня будем вязать такой нежный и женственный легкий кардиган, состоящий из квадратов. Стиль вязания называется бабушкин квадрат, то есть вот эти квадратики, из которых состоит наш кардиган, называются бабушкин квадрат. Разновидностей вязания квадратов огромное количество. Это могут быть как цветочки, какие-то узоры, сердечки. Прошлым летом я вязала сумочки из таких квадратов, они получились очень красивыми, типа сумки-авоськи. Мне прям очень понравился такой стиль вязания, и я решила связать из такого же плана кардиган. Что касается пряжи, у нас это Alize Baby Wool. Смотрите, я взяла два вида, то есть вот этот однотонный, это у меня будут лепесточки. А вот этот батик, то есть разноцветная нить секционного окрашивания, я буду обвязывать весь остальной квадрат и серединку. То есть смотрите, первый это у нас Alize Baby Wool, смотрите, батик. У нас в 50 граммах 175 метров, состав 40 шерсть, 40 акрил, 20 бамбук. Она достаточно нежная, такая мягкая ниточка. Разноцветная нить у меня цвет 35-66. Что касается однотонной пряжи, это у меня Alize Baby Wool, цвет 62, вот такой молочный. Номер крючка 4. Кто не знает, просто покажу, что означает батик, то есть пряжа секционного окрашивания, то есть от начала и до конца нити разными отрезками, разной длины отрезки окрашена нить в разные цвета. То есть видите, тут много цветов: голубой, синий, светлый, какой-то лазурный, фиолетовый. И отсюда еще вытащила бежевый, тут бежевый был. Вы можете делать квадраты однотонными цветами, то есть, к примеру, серединку одного цвета, лепестки другого. И здесь, к примеру, обвязка тоже обычным каким-нибудь однотонным цветом. Квадрат вяжется очень легко. Он состоит из столбиков с двумя накидами и столбик с одним накидом. То есть столбики с двумя накидами у нас вяжутся вот эти лепестки молочные, а столбик с одним накидом у нас вяжется серединка, и вот первый ряд обвязки и второй ряд обвязки квадрата. Где-то на 5-м квадрате вы уже автоматически будете вязать без всяких подсказок. Запомните очень легко этот узор, рисунок. Здесь все, в принципе, однотипное. Так, чтобы наглядно было понятно, объясню. Вот это у нас спинка, это две половинки передние, и это два рукава. То есть это развернутый кардиган, вид сверху. То есть всего у меня 84 квадрата получилось. То есть 24 на рукава, 20 на спинку и по 8 на две передние половинки. Размер квадрата у меня получился примерно 10,5 сантиметров. На самом деле не пугайтесь, что такое большое количество квадратов получилось, 84. Во-первых, это на мой размер, на широкие, опять же, рукава. Вы можете вязать и меньшее количество. Также, если вязать из более толстой пряжи, например, вот этот кардиган я вязала из Alize Lana Gold Classic, там нить толще, и поэтому квадратики получались быстрее, и их нужно было меньше. Так как это тонкая пряжа, квадратики получаются меньше, и за счет этого их нужно большее количество. То есть, если вы хотите побыстрее вязать, меньшее количество квадратов, просто берите пряжу потолще. Для того, чтобы было лучше видно, я покажу вязание данного квадрата на однотонной пряже. Итак, сейчас начинаем вязание с серединки. Она у нас состоит из столбиков с одним накидом. Для начала набираем 5 воздушных петель. То есть сначала закрепляем нашу нить, как обычно. Вот, закрепилась. И набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее, вот нам нужно замкнуть в круг. Вот она, первая наша петелька. В нее можно за заднюю стеночку. Продеваем крючок, вытаскиваем нить рабочую, и этой же нитью сразу же в нашу петлю. То есть вот образовалось у нас колечко. И сейчас именно в это колечко будем провязывать столбики с одним накидом. Для начала делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. То есть эти 3 петли подъема у нас будут имитировать один столбик с одним накидом. И сейчас нам нужно провязать в кольцо 11 столбиков с одним накидом. Итого у нас с этим столбиком получится 12. Итак, делаем накид, продеваем в кольцо, вытаскиваем нить чуть-чуть повыше,
Рабочей нитью протаскиваем через 2 петельки и еще раз через оставшиеся 2 петли. Получилось как бы 2 столбика уже. Делаем накид, продеваем в кольцо, вытаскиваем рабочую нить, рабочей нитью через 2 петли и еще раз через 2 петли. У нас теперь уже 3 столбика. Всего нам нужно 12, то есть еще 9 столбиков с одним накидом. Накид, в кольцо вытаскиваем нить, продеваем через 2 петли и через 2 петли. Накид, в кольцо вытаскиваем нить, через 2 петли, через 2 петли. Вот такие столбики получаются. И так делаем до конца, чтобы всего вот таких столбиков было 12. Довязываем последний 12 столбик. Накид, в кольцо, вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. Так, сейчас нам нужно вот так соединить наш образовавшийся кружок. То есть, смотрите, помните, мы набирали 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И вот в третью продеваем крючок за обе стеночки, вытаскиваем нить и этой же нитью в нашу петлю. Все, у нас образовался кружочек. Нить обрезаем, вытаскиваем нить. Все. Так, далее мы будем вязать наши лепесточки, которые состоят из столбиков с 2 накидами. Так, сейчас будем присоединять нить другого цвета, наши лепесточки. Значит, на следующем цвете делаем закрепительную петельку. Вот, закрепили. И ее же сейчас будем продевать в нашу серединку. Абсолютно в любом месте, не обязательно там, где мы закончили. Значит, смотрите, будем продевать крючок между вот этими столбиками. То есть не в петлю, а вот между прям столбиками будем заводить сейчас крючок. Так, берем следующую закрепленную нить, нашу серединку, и между столбиками продеваем крючок. То есть вот так это получается. Вытаскиваем нить и этой же нитью в петельку. Все, нить закрепили. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее будем вязать в эту же дырочку, где мы подсоединили наши воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами. Как это делается? Делаем 2 накида, продеваем крючок в нашу дырочку, вытаскиваем петлю, делаем 1 раз через 2 петли, 2 раз через 2 петли, 2 петли на крючке остается. Далее 2 накида в эту же дырочку, продеваем нить через 2 петли, через 2 петли. Осталось 3 петли на крючке и одной рабочей нитью продеваем через все 3. Вот он, первый наш лепесток образовался. Между лепестками у нас будет 2 воздушные петли. Делаем 2 воздушные петли. Далее ищем следующую, вот она в нашей серединке. Вот сейчас мы задействовали эту дырочку между столбиками. Сейчас будем вязать в следующую. Так, делаем 2 накида. Вытаскиваем нить, делаем через 2 петли, 1, через 2 петли 2. Остается 2 петли на крючке, делаем еще 2 накида в эту же дырочку, вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. Так, у нас теперь 3 петли на крючке. И еще раз делаем 2 накида в эту же дырочку, делаем через 2 петли, через 2 петли. Итак, у нас 4 петли на крючке и одной рабочей нити через все проводим через все 4 петли. Это у нас второй лепесток. То есть первый у нас состоял как бы из воздушных петель и 2 столбика с 2 накидами. Тут у нас все последующие, то есть у нас всего 12 лепестков. То есть все 11 последующих лепестков будут состоять из 3 столбиков с 2 накидами, с одной вершинкой. Так, далее между следующими лепестками делаем 2 воздушные петли.
Кто понял, можете вязать дальше до конца. Я сейчас еще раз покажу. Делаем 2 накида, ищем следующее отверстие. Вот, только что мы сюда провязали, следующее между столбиками. Продеваем крючок, достаем нить, продеваем через 2 петли, через 2 петли. Делаем 2 накида в нашу дырочку опять. Проводим крючок, вытаскиваем нить, проводим через 2 петли, через 2 петли, 3 петли на крючке. Делаем еще 2 накида в эту же дырочку, выводим нить через 2 петли, через 2 петли, 4 петли на крючке и одной рабочей нитью продеваем через все 4 петельки. Так, у нас третий образовался лепесток. Далее опять между лепестками 2 воздушные петли. И так вяжем до конца в каждую дырочку между нашими вот этими столбиками с одним накидом. Я сейчас провяжу до конца и встретимся, когда будем вывязывать последний 12-й. Так, довязываем наш 12-й лепесток. Сделали 2 воздушные петельки. Делаем 2 накида в последнюю нашу дырочку. 2 петли, 2 петли и последний через 2 петли, 4 петельки на крючке и одной соединяем. Делаем 2 воздушные петли, чтобы соединить последний и первый лепесток в круг. То есть, смотрите, мы изначально делали 4 воздушные петли. Вот первая, вторая, третья и вот 4-я. И вот в 4-ю мы сейчас подсоединим. Вот через всю петельку продеваем крючок. Через нее вытаскиваем рабочую нить. И этой же нитью продеваем через нашу петельку. Так, сделали. Вот они, наши 12 лепесточков. Нить можно обрезать. Далее подсоединяем следующий наш цвет. То есть это мы сейчас будем делать обвязку, уже вывязывать квадрат первый. То есть первый квадрат и потом второй. Так, берем следующий цвет нити. На нем мы сделаем закрепительную петельку, как обычно. Вот, делаем петельку. Так, отложим. Вот мы закончили наше вязание лепесточков. Это наша лицевая сторона. Сейчас развернем на изнаночную. И вот, видите, большие отверстия между лепестками. Сейчас будем вязать только в них. Вот наш крючок. Вот слева от него будет вот такое отверстие между 2 лепестками. Продеваем крючок как бы с изнанки на лицевую. Там мы захватываем наш другой цвет. Вот он, на крючок. Делаем, сажаем нашу петельку. Эту петельку вытаскиваем. И сразу же в нашу белую петельку. Все, как бы так мы подсоединили новую нить. То есть с изнаночной стороны ее будет не видно. Тут же с изнаночной можно сделать 3 петли подъема. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И разворачиваем на лицевую. То есть вот эту ниточку можно убрать на изнаночную. Все, мы подсоединили. Далее будем вязать, вот как я уже сказала, вот в эти отверстия между лепестками большие. Так, сейчас вот в это отверстие будем вывязывать наш первый угол. Он состоит из 3 столбиков с одним накидом, 1 петля между ними и еще раз 3 столбика с одним накидом в эту же петлю. Итак, один как бы столбик у нас есть. Далее делаем накид, вытаскиваем нить, проводим через 2 петли, через 2 петли. То есть первая цепочка из 3 воздушных петель у нас как бы имитировала 1 столбик с накидом. Далее сейчас мы провязали 2 столбик с накидом. Далее 3 столбик с накидом вяжем. Продеваем через 2 петли. Через 2 петли. Вот как бы у нас образовалось 3 столбика с накидом. Между ними 1 воздушная петля. И то же самое в эту же дырочку делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, накид, в это же отверстие вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. И третий. Вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. Вот
как бы образовался наш уголочек. Вот это наш угол, вот они, 3 столбика. А далее будем вязать в каждую дырочку вот между нашими лепесточками. Далее между углами у нас будет 2 отверстия. То есть, смотрите, первый угол, 2 отверстия, и следующее отверстие — это следующий угол. То есть в 2 отверстия вот этих, в каждое мы вяжем по 3 столбика с одним накидом. Так, первое отверстие. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. В следующую дырочку вяжем также 3 столбика с накидом. Накид продеваем через 2 петли. Через 2 петли это первый столбик, второй, третий столбик с накидом. Так, провязали. Сейчас будем вязать вот второй угол, то есть вот этот угол. То же самое состоит из 3 столбиков с накидом, 1 петелька между ними, и опять же сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем первый столбик, второй, третий, 1 воздушная петля между ними и еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Вот видите, уже вязание автоматически разворачивается. Видите, вот у нас уголочек образовался. То есть мы уже как бы перешли сюда, на эту сторону. Далее то же самое. То есть у нас вот тут 2 дырочки. Нам нужно провязать в каждую дырочку по 3 столбика с одним накидом. Вот как и здесь, между углами. То есть вот в третий у нас будет угол. Вот наш угол. И вот в эти 2 дырочки нам нужно провязать по 3 столбика с одним накидом. Так, первая дырочка. Первый столбик. Второй. Третий. Следующая дырочка. Первый. Второй. И третий. Далее вяжем угол, точно так же, как и здесь. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля между ними, 3 столбика с накидом. Первый. Второй. Третий. Воздушная петля между ними. Вот уже, видите, опять разворачивается само вязание. И следующие 3 столбика сюда же. Первый, второй и третий. Далее опять в эти 2 дырочки, в каждую из них вяжем по 3 столбика с одним накидом. И далее опять угол. И последняя сторона. Провязываем последнюю нашу дырочку и соединяем с началом вязания. Последние 3 столбика с накидом. Второй и третий. Так, вот образовался наш квадратик. Сейчас он будет более острый, когда мы будем обвязывать следующий ряд. Так, закончили вязание. И вот, смотрите, мы делали 3 воздушные петли изначально голубым цветом. То есть первая петелька, вторая. И вот как бы третья, она уже горизонтально смотрит. То есть идти вот так вертикально. И вот в нее подсоединяем крючок. Проводим крючок в нее. Вытаскиваем рабочую нить через нее. И сразу же в нашу петельку. Все. Мы замкнули в квадрат, так сказать, наше вязание. И далее сейчас будем делать последний ряд нашей обвязки. Здесь мы вяжем в каждую именно петельку. То есть вот у нас петельки образовались. Именно не между столбиками, а именно в каждую петельку. За обе стеночки петли. Так, смотрите, делаем 2 воздушные петли.
Раз, два. Смотрите, у нас до нашего уголочка, сейчас мы тоже будем угол здесь вывязывать, осталось 2 петельки. В каждую из них мы провязываем столбик с накидом. То есть первая петелька, столбик с накидом есть, и еще одна есть. Далее нам нужно вывязать ровный, вот он, ровный уголочек. То есть угол у нас будет состоять, вот именно угол вяжем в вот это в большое отверстие угла. То есть в угол мы вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли между ними и 3 столбика с одним накидом. Так, смотрите, делаем накид в большое отверстие, выводим первый столбик с накидом, второй, третий. Делаем 2 воздушные петли. И сюда же, в это же отверстие, делаем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Вот вывелся наш ровный уголочек. Далее, смотрите, между углами, вот угол и вот угол, у нас здесь 11 петелек. В каждую из них мы провяжем по одному столбику с одним накидом. То есть между углов у нас должно получиться 11 столбиков с одним накидом. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11 последний. И далее вяжем угол точно так же, как и здесь. В одно большое отверстие угла вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли между ними и опять 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, 2 петли, а следующий, также сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Вот, вывязали второй уголочек. Далее до следующего уголочка, опять у нас между уголочками 11 петелек. Провязываем 11 столбиков с одним накидом в каждую петлю. Так, провязываем 11, последний. И опять наш угол. 3 столбика с накидом, 2 петли, 3 столбика с накидом. Вот он, следующий наш третий уголочек. Далее вяжем 11 столбиков с одним накидом в каждую петлю. И опять наш угол. Вот он, наш четвертый уголочек образовался. И далее, смотрите, у нас мы обычно вяжем от угла до угла 11 столбиков с одним накидом. Но помните, вначале мы сделали 2 воздушные петельки, то есть это у нас был как бы первый столбик, имитировал он 1 столбик с одним накидом. Далее мы провязали 2 столбика, потом наш угол, то есть 3 столбика с одним накидом как бы уже сделали. 11 минус 3 нам нужно провязать еще 8 столбиков с одним накидом. И последний 8. И сейчас подсоединим закончим наше вязание. Смотрите, вот первые 2 петельки мы делали 2 воздушные петли. И вот как бы третья смотрит горизонтально. И вот в нее сейчас закроем наше вязание. Вытягиваем нить через нее и сразу же в нашу петельку. Все, нить можно обрезать. Нить вытягиваем. И сейчас покажу, как ее спрятать можно. Обрезали нить. Смотрите, вот следующая петелька по краю нашего полотна с изнаночной стороны. Смотрите, поддеваем под дужку и под одну из половинок косички следующей продеваем нашу обрезанную ниточку через нее. Вот. Далее также с изнаночной стороны выводим в предыдущую петельку вот дужка и одна в серединку косички. И вот туда же и продеваем нашу ниточку.
Вот. Закончили вязание, практически не видно соединения. Все, мы закончили наш квадрат, вяжется очень легко. С изнаночной стороны все эти ниточки можно будет спрятать. Также из тонкой пряжи можно все квадратики слегка прогладить с изнаночной стороны, чтобы они были попрямее. Что касается толстой пряжи, там вообще не нужно ничего проглаживать, тоже как хотите. Все, в принципе, квадраты готовы. А сейчас будем сшивать. Итак, вот что у нас получилось. Это все 84 квадрата. Это у нас наши рукава. Вот это спинка. И вот это две наши передние половинки. И сейчас их будем сшивать. Начнем с рукавов. Будем сшивать сначала вот эти вдоль рукава, то есть как бы от плечика до запястья по вот этим линиям. И потом будем подсоединять вот эти короткие отрезочки, которые остались между вот этих длинных соединений. Вот он наш рукав. Сейчас будем соединять, как я уже показала, по вот этим сначала вдоль всех вот этих квадратиков, и потом будем соединять каждый квадратик. Итак, приступаем к соединению наших квадратов. К примеру, берем первую пару квадратов. Смотрите, складываем изнаночной стороной друг к другу и видим косичку здесь, ближнюю к нам косичку на первом квадрате и дальнюю косичку на втором квадрате. Будем соединять квадратики за заднюю косичку первого квадрата и за переднюю косичку к нам второго квадрата. То есть вот так это будет получаться. Смотрите, ищем наш уголочек. Видите, состоит из двух петелек. Подсоединяем, как бы, которая левее, в дальнюю от нас половинку. На этом квадрате ищем тоже косичку, которая чуть-чуть левее. Продеваем за ближнюю к нам половинку и присоединяем нить. Вот так. И делаем закрепительную петельку. И так вяжем до конца в каждую петельку. То есть смотрите, чтобы каждая петля к петле прям была, чтобы не косились квадратики, чтобы было все ровно. Так, смотрите, следующая петелька, одна половинка и вторая половинка. И можно, в принципе, соединительными столбиками вязать. Далее следующая. И вяжите не туго, чтобы швы вот так не стягивали потом не деформировали наш квадрат. То есть вяжите достаточно посвободнее. Так, и подходим к уголочку. Опять у нас вот две петельки. Вот одна петля и вторая на нашем уголочке. Сейчас будем задействовать вот эту первую петельку. И то же самое со вторым квадратом. Так, провязали. Вот что получилось. Ничего страшного, если вот так у вас чуть-чуть заужается. Потом, в принципе, это выпрямится, когда будем провязывать вот эти боковые шовчики. Далее продолжаем, подсоединяем вторую пару квадратов. Так, то есть вот тут мы закончили вязание. И берем вторую пару квадратов. Также ищем на них вот угол наш. Вот эти две угловые петельки вяжем в ту, которая чуть-чуть левее. И также на противоположном квадрате. Так, вот так подсоединили два квадрата. И также делаем соединительную петельку. И все то же самое вяжем по этой паре квадратов. Подошли к нашему уголочку. То есть вот две петельки вяжем в ту, которая чуть-чуть правее. Все, подсоединили. И так подсоединяем
Так, вот, что получилось. Так, уже 4 квадрата соединили. Далее подсоединяем вот эту пару, эту. Потом я буду подсоединять именно вот такими полосками. И только потом я буду сшивать вот эти оставшиеся квадратики. Сейчас покажу, как соединять шов к тому шву, который у нас как бы перпендикулярно идет. Смотрите, вот мы, к примеру, вот наш шов готовый уже. Здесь мы вяжем, подходим к шву, который уже у нас готов. Так, сейчас чуть-чуть осталось доделать. Вот, последний делаем соединительный петельку и просто перескакиваем через него. Вот у нас закончилось вязание на предыдущем перед швом. И сразу же после шва в самые ближайшие вот две петельки от двух квадратов. Просто точно так же делаем соединительный столбик. Не затягивайте, чтобы вот так не стягивались квадраты. И точно так же делаем дальше до следующего шва. После пришивания квадратов швы получились вот такие объемные, видно их. Можно это убрать с помощью утюга, проутюжив с обратной стороны, с изнаночной стороны полотно. И все выпрямится. Мы сшили все квадратики между собой. Теперь у нас получилась вот эта цельная деталь, рукав, аналогичный рукав, спинка и две половинки. Сейчас по вот этим швам сшиваем здесь и здесь все части детали между собой. Далее соединяем пополам, складываем пополам наш кардиган, сшиваем по вот этому шву наши рукава. И вот эти оставшиеся небольшие части тоже между собой сшиваем. И сразу же можно приступать к обвязке кардигана резинкой. Я его буду обвязывать резинку по рукавам, ворот и по низу кардигана. Итак, мы сшили все квадратики, соединили наши передние половинки, спинку и рукава. Здесь я в процессе вязания поняла, что коротковат мне кардиган по длине, и я связала еще один ряд квадратиков. Итого всего у меня получилось 93 квадрата. И сейчас отдельно уточню по резиночке, какая у меня на каждом из участков длина резиночек и каким способом я их вязала. Сейчас поясню по резиночке, как мы делали и в розово-черном полосатом кардигане. Мы сначала, вот мы соединили все наши квадратики, вот у нас готовое полотно. Готовый практически кардиган. Сначала мы обвязываем по всем краям, что здесь по вороту, по низу, по рукавам. Сначала просто краям обвязываем одним рядом столбики без накида, то есть чтобы просто как бы выровнять край вязания. И уже потом, вот мы, к примеру, обвязали по всему кругу вот за наши квадратики столбики без накида один ряд и не отрывая петли, продолжаем вязать резиночку. Для рукавов я набирала изначально 11 воздушных петель, то есть ширина резиночки на моем рукаве примерно 4 сантиметра. Так, смотрите, по низу кардигана здесь у меня я набирала 11 воздушных петель, так же, как и на рукаве. И по вороту, здесь я делала чуть-чуть побольше, я изначально набирала 13 воздушных петель. То есть она у меня получилась чуть-чуть пошире. То есть сначала мы подсоединяем, также обвязываем сначала по всему контуру столбиками без накида в один ряд. И потом сначала провязываем вот отсюда резиночку по низу. То есть она вот у нас готова. И потом здесь подсоединяем нашу новую нить и вяжем уже по всему вороту. Так, смотрите, по поводу вида резиночки. У меня есть отдельное видео, виды резинок для кардиганов. Посмотрите чуть-чуть пониже. Там я вязала чуть-чуть измененный 4-й вид резинки. То есть там в одну сторону у нас идут соединительные столбики с накидом, по другой стороне просто соединительный столбик. В эту сторону соединительный столбик с накидом, в другой стороне соединительный столбик. И так по всему кругу. Здесь я захотела чуть-чуть по-другому сделать. Здесь я вязала полустолбик с накидом в одну сторону, по второй ряд с обратной стороны вязала соединительный столбик. Следующий ряд
полустолбик с накидом, а второй ряд соединительный столбик. Все точно так же, за задние петельки делаем, и получается вот такая классная симпатичная резиночка. Как стянуть вот такой широченный рукав до вот такой резиночки, тоже я указала и рассказала в том же видео, в видах резиночки, там посмотрите тоже, есть эта информация. Далее, как дополнительно стянуть уже связанную резиночку, то есть она мне была все равно широковата на моем запястье, я все равно ее дополнительно стянула, вот резиночку продела, то есть тоже там это все указано в том же видео, посмотрите. По поводу пуговиц, можно на этом кардигане и не делать их. Мне захотелось сделать, так они очень симпатично смотрятся, тем более пуговицы у меня так прям подошли к цвету пряжи. Как делать отверстие в резиночке для пуговиц я рассказала в этом мастер-классе в полосато-розовом кардигане. Там мы тоже делали отверстия для пуговиц. Все очень просто. Посмотрите, чтобы мне опять не объяснять, как это делается. Резиночку по всему периметру нашего кардигана и на рукавах я вязала крючком номер 3,5. И вот такой кардиган, нежный, красивый, очень такой женственный у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.